В древние времена, когда земли Вьетнама еще не были обитаемы людьми, жил вблизи тех мест дракон Лак Лонг Куан. Однажды увидел он прекрасную горную фею-птицу Аоко, преследуемую чудовищем. Спас он ее, да так и полюбили они друг друга с первого взгляда. И хоть были они представителями разных стихий, дракон воды, а фея гор, поженились они, и родила Аоко мешок. Мешок лопнул, и оказалось в нем 100 яиц. Из каждого яйца вышло по сыну. Жили они дружно. Отец учил детей возделывать рис, но сложно ему было обитать вдали от родной стихии, скучал он по морю. Тогда решили супруги расстаться и разделить детей поровну. Вместе с 50 из них Лак Лонг Куан ушел жить на равнину поближе к морю, а Аоко с другими 50 поднялась в горы. Так появились вьеты, предки народа Вьетнама. Итак, мы вещаем из отеля «Анатолий» во Вьетнаме. И чай такой вкуснота! А третий-то где стакан? Кстати, я папе на сумке. А ты все, окей. Надо же папе ту оставить. Молодец, заботливый. Вьетнам, на мой взгляд, по туристам практически вторая Корея, был нашей целью на сентябрьские праздники. Особо климатически нас он не удивил после нашего корейского лета. Но вот к чему я не была готова, это к тому, что даже в 5-6 утра уже стоит такая сауновская парилка, что даже камера потеет, что уж говорить обо мне. 6 утра. Отель полностью кайф. Приветливо очень встретили. Я не знаю насчет чаевых, надо с чаевыми еще разбираться. Надо тут их давать или нет. Первым пристанищем для нас была столица, где мне удалось обойти город без своих мужиков, потому что Джун столько ходить, сколько я, пока еще не в состоянии. Ханой, мы сюда приехали, что Женя, что я в первый раз. Мам, смотри, какая лампа, ее сними. Это торшер. Торшер, давай. Торшер сними, торшер. Снимаю. Покажи мне балкон, ну-ка, отодвигай занавески. Как открывать, мама? Что открывать? Балкон. С гималайской солью. Что-то она объясняла там про занавеску. Тут занавеска, что ли? Вот. Мы остановимся в Ханое 3 дня неполных. На 3-й день мы уезжаем в город Дананг. Сейчас собираемся открывать для себя Ханой. Пойдемте. Поначалу я, конечно, сомневалась, как там по вопросам безопасности, смогу ли я выйти из отеля в гордом одиночестве. Но первый вечер, когда я чисто интуитивно забурилась в злачный район сосредоточения ночной жизни Ханоя в старом квартале, показал, что ходить мне там по улицам ровно так же можно без опасений, как и в Корее. Это чувство того, что мне можно двигаться без оглядок, наверное, и подарило мне те эмоции, которые сейчас я ассоциирую с Вьетнамом. Ярко, людно, безопасно, туристично и вежливо. Боже, я пока шла сквозь эту уличную еду, я думала, они меня сожрут сами. Hello. Привет. Но я отдаю себе должное. Почему я зашла в этот суп из ресторанов и зазывалок? Я хочу немножечко есть. Но я хочу немножко что-то съесть, вот, ну, такое. Проходишь мимо, даже не садишься, купил что-то маленькое и пошел. А у них у всех прям блюдо. А вот прям жрать на ночь
Я не хочу. А я сижу, жру, и передо мной прям 2 сантиметра до стола не достает. Вообще вот я не знаю, что я взяла, эти роллы. Там внутри вот эти вот листики. Там, короче, мясо, листики, морковка. И вот среди этих листиков я обнаружила, что это там есть листик мяты. Вкус офигенный. Пью я авокадо с заварным кремом. Вкус интересный. Я бы даже перепутала бы его с дурианом. Немножко. Я пока отбивалась от этих зазывал и реально захотела есть. Но я пошла, в общем, там стоит куча парней, они прям жестко не дают прохода. Я пошла к девочкам, спросила у них, я хочу что-то маленькое, они мне порекомендовали. Шикарно вообще. Насчет напитка я не уверена в его натуральности, так сказать. Но еда была прям топчик. Такое подозрение, что европейцев они сажают на вид в первый ряд, потому что меня посадили прям на виду, а за мной посадили японцев. Хотя мест в первом ряду, так сказать, было больше, чем предостаточно. Я там одна сидела в этом ресторане. Полностью улица с массажными салонами. Мне удалось сначала в одиночку разведать эпицентр красок Ханоя и показать его Жене и Джуну уже на следующий день. Моя ночная вылазка удалась, поэтому, упиваясь этим ощущением безопасности, я решила повторить процедуру поутру и только так смогла сполна насладиться тихим утренним Ханоем, когда еще даже байки не ездят по улицам. В 6 утра Ханой просыпается, я пошла погулять еще немножечко. Но пока утренний Ханой мне нравится немножечко больше, потому что он безопаснее. Можно переходить улицу и не так сильно трястись за свою попу, потому что мотоциклов в 6 утра мало. Вообще байк здесь как ноги. Вьетнамцы воспринимают его как что-то настолько само собой разумеющееся, что трудно даже разглядеть правила движения. Кажется, что все просто едут куда и как хотят. Правила есть, я уверена, но не для пешеходов. Я, конечно, знала, что здесь такой трафик, но тем не менее, все же после многих лет, как я тут не была, я в шоке. Наш зеленый. Пойдемте. Пошли. Тут... Ой. Им абсолютно пофиг, на какой они свет перехода едут. В общем, надо ловить моменты и просто идти. Как меня предупреждали, они останавливаются, если они видят, что вы переходите дорогу, но надо быть вообще предельно внимательными. Они не заканчиваются, мы не знаем, когда переходить. Пойдем. О, сейчас. Пошли. Быстро. Такое ощущение, что ездят тут все вьетнамцы, а ходят все иностранцы. И я не знаю, у кого тут больше. Я видела детей лет 10 за рулем байка. Я видела мамок, забирающих своих детей из садика на байках.
Я видела семьи по 4 человека на одном байке. Как правило, ребенок постарше перед папой, папа за рулем, дальше ребенок младше и закрывает парад мама на хвосте. И как это так получается, мы спросили у местного. По словам нашего гида, причина такого сумасшедшего движения во Вьетнаме – это то, что у подавляющего большинства мотоциклистов нет прав на вождение мотоциклов. И даже дети катаются на мотоциклах, потому что это в Вьетнаме как велосипед. На велосипед же не нужны водительские права. Если случается авария, не повезло. Плюс, так как за страховку надо отвалить столько бабла, сколько у них нет. Но я должна сделать оговорку, что без этого хаоса Вьетнам не был бы знакомым нам Вьетнамом. Поэтому поначалу, конечно, движение меня огорошило, но впоследствии эти гудки слились в некую общую гипнотизирующую мантру. Дикое совершенно движение, но в этом что-то есть. То есть это не то, что я хотела бы, наверное, исправить. К нему тяжело привыкнуть в первый день, но я думаю, что со временем привыкается все-таки. Постоянный гул, шум, бибиканье, это все вводит в некоторые трансы и вот это вот чувство опьянения, которое возникло сначала у меня, а потом еще и у Жени. Также я бы сюда добавила вот это ощущение, не знаю, как объяснить, азиатской локализации, когда вы четко знаете, что вы в Азии, потому что Азия, она вот такая, маленькие ресторанчики, не всегда чистые, но вкусные, много людей. От этого ловится определенно соответствующий кайф. А это рикши. Транспорт для тех туристов, которые желают почувствовать на себе колорит древних такси, восседая на повозке со взглядом «я тут побогаче буду». По крайней мере, я себе это так представляю, поэтому этот экспириенс не по моей натуре. Подумала срезать путь и заплутала среди домов. Гуляя по Ханою, я побывала в 2 районах, где живут обычные смертные. Добралась до дома богатых. Все думаю, где же богатые живут? Чьи дома особняково возвышаются над ограждающими их заборами. Курицы во Вьетнаме. Курицы в середине города. Обалдеть. Обалдеть. О! А вот и пятачок с грибочком. Эй, куда ты уходишь? Что также бросилось в глаза во время прогулки по городу, так это... По всему городу лежат срубленные деревья, срубленные ветки. Дело в том, что мы прилетели в сентябре 2024 года, ровно через неделю после того, как на Северный Вьетнам обрушился тайфун под именем Яги. Первым его классифицировало японское метеорологическое агентство, присвоив ему имя Яги, что означает по-японски «козел» или «козерог». Тайфун унес жизни 325 вьетнамцев, вызвал перебои в подаче электроэнергии, оползни, а также экономический ущерб в размере свыше $1,5 миллиарда. Как-то вот создается такое ощущение, что природа борется с городом. Очень много зелени по сравнению с тем, что в Москве в центре города, в Корее в центре города. Тут как-то очень зелено. Природа хочет отвоевать все обратно. Для Ханоя Яги является сильнейшим тайфуном за последние 30 лет. То, что мы увидели на улицах, всего лишь маленькая видимая часть последствий. И, к сожалению, я не успела снять на камеру то, как мы проезжали по дорогам, загражденным наполовину, потому что больше нигде, кроме как на дороге, невозможно высушить промокший из-за тайфуна рис. Основной продукт питания во Вьетнаме и ключевой экспортный товар. Но, кстати, будучи во Вьетнаме, ориентировалась я больше на безрисовую еду. Пунча, например. Обамский пунча. Туда приходил Обама, поэтому они его так назвали. И я не знаю, насколько это был хороший пунча, но нормально. Кокосовое что-то. Тут сельдерей или не сельдерей. Нет, это шпинат, киви и яблоко.
Это кокосовое мороженое. И так как это кокос, а в нем был кокосовый сок, то вот он отдельно. Mà bé to. Скажи кайф. Давай. Я очень рада, что я пришла на вот эту железную дорогу с утра, потому что встретила тут 2 туристок, которые тоже приперли сюда с утра, чтобы избежать толп других туристов. Озеро Хуанкем. Зеленая вода и черепахи посреди города. Почему черепахи? Давным-давно, когда Китай в очередной раз захватил Вьетнам, что, кстати, не является легендой, Вьетнам трижды был под властью Китая в общей сложности с перерывами около 1000 лет, окончательно освободившись в 15 веке. Вход на этот мост платный, потому что тут не только мост, там еще и храм. Стоит 50 донгов. Так вот, давным-давно, когда Вьетнам был насильно присоединен к Китаю, из глубин озера выплыла большая черепаха и вручила лидеру антикитайского сопротивления волшебный меч. После победы он возвратил меч черепахе, которая скрылась в воде, получив обратно свою реликвию. После этого озеро получило название Хуанкем, что означает «озеро возвращенного меча». Как я уже упомянула раньше, у нас был гид на однодневную вылазку по местам вокруг Ханоя. Первую часть поездки мы провели в деревне благовоний Куанг-Фукау, где первоначально отправились пообедать в один гостевой дом. Как я вам? Сегодня во вьетнамском аутфите мне все делают комплименты. Вот сейчас первым делом мы приехали в традиционную деревню. В общем, есть семья, которые в своем доме готовят. У них открыт дом для вот посещения ради того, чтобы поесть. Так что на 2-м этаже у них комнаты, а вот на 1-м этаже столы и можно кушать. Меня позвали тоже, говорят, не хотите ли тоже вместе поготовить? Я сказала, классно, давайте. À đây tí em có cái em hỏi tí hỏi sau. Thì là sáng ngày hôm nay thì là mấy chốt là đầu tiên là đi chùa Hương. Chùa Hương thì đến lúc mà ở đầu chùa Hương báo là toàn bộ thuyền gần 5.000. Làng Lón, Quảng Phú Cầu, Tam Trúc, hai là đi Tam Trúc Địa Tạng. Thì mãi đến 9:30-10 giờ hôm nay. Đây em bảo muộn thế mà anh lại Thành ra là em với cả là Не передать словами вкус этой еды, оживающей прямо сейчас у меня во рту. Божественно! В карму этому месту также и то, что все приготовлено своими руками, и вы словно едите натуральность. И также тут еще вот в этом же доме конкретно есть вариант самим сделать шляпу вьетнамскую. Там берут эти вот, как они называются, пучки, их разглаживают,
как-то соединяют, и потом, если уже есть готовая шляпа или вам не хочется делать, то можно просто купить и порисовать что-нибудь на этой шляпе, разукрасить. Я благодарна нашему гиду за возможность сводить нас покушать в этом месте. Думаю, без сопровождения до туда добраться сложно. Куангфукау – деревня благовоний, названная так поскольку главным промыслом здесь является создание цветных пахнущих палочек, собранных в пучки, на фоне которых можно фотографироваться. Мама, смотри. Смотрю. Загорают. Загорают? Загорают. Не могу сказать, что я в восторге, так как место было маленькое, запахов я не чувствовала из-за своей перманентной заложенности носа. Но главное, что мой архитектурный голод в новом месте не был утолен. Кстати, да, иногда эти цветастые пучки падают. На полчасика сходить можно, но давайте поторопимся дальше, в место, вызвавшее у меня волны восторга от созерцания. Сейчас мы идем в самую большую пагоду на севере Вьетнама, на которую обычно добираются на лодках. Но так как за неделю до нашего приезда был сильнейший тайфун, и как это, собственно, касается нас. То есть мы сначала хотели вообще поехать в другую пагоду, Perfume Park это называется, но там близко произошел оползень, и вот в рамках тура обычно катаются на лодках, вот, в той пагоде тоже. И все лодки сняли и отправили на помощь пострадавшим. Именно сегодня, вот когда мы в Ханой, когда мы хотели взять тур. Вот, поэтому мы поехали в другую пагоду. А вот в этой пагоде тоже она находится посреди реки, но до туда на лодках сегодня добраться нельзя, потому что слишком высокий уровень воды в целях безопасности лодки они не предоставляют. Поэтому туда еще другим способом нам можно добраться на электромашинке. Это духовно-культурная зона Тамчук. Зона, потому что храм раскинулся на порядка 4000 гектар, включая и религиозные возведения, и природой созданные ландшафты. Давным-давно 7 звезд упали с неба. 7 богинь сошли на это место и, наслаждаясь очарованием природы, заблудились и не вернулись. 6 раз небесный правитель спускался на землю. Чтобы отыскать их, он звонил в колокольчики. Но феи не слышали звона, так как озеро впитывало мелодичный звук, а сами колокольчики впоследствии были утеряны, превратившись в острова, возвышающиеся над поверхностью озера. Это уже 3-я легенда, рассказанная мной за сегодня. И, судя по тому, как органично эти легенды вплетены в мировоззрение вьетнамцев, являясь отражением и природы, и обычаев, и истории, и религии, позволю себе немного рассказать о Вьетнаме здесь более подробно, а именно о духовной составляющей вьетнамской культуры. Эта пагода такая большая, что по ней лучше передвигаться. Ну, можно, конечно, пешком, но можно передвигаться тоже на машинке, что мы и сделаем. Я очень рада, что я 6 лет назад купила эту шляпу, потому что реально спасает от солнца, и мне даже очки особо не нужны. Все видно, глаза не болят. Когда я ходила по Ханою, я была удивлена тому, что много где просто на пути видела храмы. Вот как по любому русскому городу идешь, бац, церковь. А тут храмы, традиционные, азиатские, глядя на которые я думала,
Вот какую большую роль, оказывается, играет в стране буддизм. Почему-то думала именно про буддизм, и мне даже в голову не могло прийти, что это не совсем так. Углубившись в тему, я узнала, что буддизм действительно является единственной религией, которую государство признает на официальном уровне, нейтрально относясь к остальным конфессиям в, на секундочку, коммунистической стране с провозглашенной свободой вероисповедания. Указ от 1955 года, подписанный Хо Ши Мином. Правительство не вмешивается в религию. Любой вьетнамский гражданин имеет право верить или не исповедовать никакую религию. Однако, согласно опросам, буддистов во Вьетнаме всего лишь от 9 до 15%, при том, что атеистов и объединенно сюда же последователей традиционных верований, во Вьетнаме атеизм приравнивается к шаманизму, от 70 до 80%. Как же так мало людей исповедуют буддизм и при этом столько религиозных памятников и сооружений? Буддизм начал проникать во Вьетнам во II веке нашей эры, одновременно и из Китая, и из Индии. Но пришел он не на пустое место. Вьетнамцы к тому времени уже достаточно продолжительно практиковали свои традиционные народные верования. Каждая деревня имела какую-то свою особую форму тотемизма и анимизма, то есть когда душой наделяют объекты природы, веря в то, что у каждого явления природы есть дух. Также вьетнамцы почитали мифические существа и в особенности своих предков. Среди тотемных существ были прежде всего птица и дракон, согласно легенде о создании вьетнамского народа, а также черепаха, как, например, символ озера Хуанг-Кьем, о котором я упоминала раньше. У вот этой фигуры внизу черепаха, вверху журавль есть специфическое значение. Журавль означает солнце и мужскую силу, а черепаха означает землю и женскую силу. То есть это своеобразный инь и янь. Но так как вьетнамцы сейчас все меняется, женщина тоже не только сидит дома, но еще и работает, то некоторые люди уже меняют значение, то есть говорят, что черепаха – это мужчина, а журавль – это женщина. Вьетнамские верования включают в себя такие культы, как культ плодородия, когда плодом земли и неба является рис. Культ обожествления природных явлений, так как, будучи аграрной страной, благополучие населения, которое зависело от урожая, Вьетнам пытался договориться с природой через духовные врата, а также культ человека, то есть предков. Особенно почитаемой же была богиня-мать, централизировавшая в себе эти культы. Далее. В период первого царствования Китая на территории Вьетнама во II веке до нашей эры одной из основополагающих черт управления и воспитания государственной толерантности к правителям было насаждение Китаем конфуцианства. Вьетнамцы прониклись данной идеологией, инкорпорировав ее в религиозное одеяло, покрывавшее их национальную культуру как еще один лоскуток. Примерно в это же время во Вьетнам проник и даосизм, который, в отличие от конфуцианства, занимался не организацией государственного строя и установлением отношений подчинения и уважения, а учил следовать потоку, то есть естественному ходу вещей, стремлению к простоте и соединял человека с природой. Данная школа мысли также слилась с местными народными культами и была вьетнаминизирована. Итак, сам по себе толерантный буддизм, придя на такую почву и оказавшись близким философии жизни, обычаям и верованиям вьетнамцев, очень мягко, гибко встроился в систему мировоззрений, отбросив все иерархические усложнения, медитации, словом, все, в чем Вьетнам не нуждался, и растворился в местной культуре, приведя вместе с конфуцианством и даосизмом к феномену слияния трех религий, эдакому трехмерному измерению, где конфуцианство сосредоточено на социально-политических аспектах и заботится об организации общества. Буддизм направлен на решение вопросов жизни и смерти. Главная цель его – освободить людей от страданий. А даосизм рассматривает вопросы человеческого тела и здоровья. Что же касается политеизма, спиритизма, шаманизма и прочих верований, пластилиновое переплетение буддизма и религиозных традиций Вьетнама дало местным божествам место в буддийской пагоде,
а жители имеют возможность отправлять культы в буддийских храмах. Да что уж говорить, даже сам Будда иной раз трансформируется по образу богини-матери. Вообще во Вьетнаме леди Будда очень популярна, потому что, вот как нам сейчас только что рассказал гид, всегда участь женщины незавидна, поэтому когда во Вьетнаме вот впервые появилась леди Будда, она стала, вот храм с леди Буддой стали как будто бы местом, куда женщины могли бы приходить и рассказывать леди Будда свои проблемы. Поэтому вот женщина женщину поймет, и вот леди Будда для женщин стала таким во Вьетнаме своеобразным первым психологом, что ли. Собственно, любая религия хорошо ложится в такой удобренной гармонии и принятием огород. Кстати, Вьетнам – это страна, где никогда за всю историю не происходили конфликты на религиозной почве. Сейчас во Вьетнаме представлены всяческие конфессии на любой вкус и цвет, а страна занимает 3-е место после Сингапура и Тайваня по степени религиозного многообразия. И то, что теперь я буду четко осознавать в следующий визит во Вьетнам и хождение по храмам, это не всякое место, где есть пагода и статуя Будды, обязательно будет буддийским. Например, вот место, которым я прониклась больше всего в центре Ханоя – храм литературы. Он является бывшим университетом и официально относится к конфуцианской конфессии, хотя по первому взгляду я бы ни за что не определила. Вот таким способом я вывожу для себя второй пласт эмоций относительно Вьетнама. Тут есть легкость принятия, терпимость и открытость. Тут гармонично, мягко, бесконфликтно, безопасно. Ну и чтобы закрепить сказанное, расскажу свои последние полчаса, проведенные в Ханое. Гуляла я одна с утра, и нужно мне было к определенному времени явиться в отель к Жене и Джуну, чтобы двигать в аэропорт, так как у нас был рейс в Дананг. Пораньше с утра мы уезжаем в Дананг, в другой город, и я не успела в Ханое все посмотреть. И я знаю, что если я не успею тут что-то посмотреть, у меня опять будет незакрытый гештальт, поэтому я встала в 5 утра, чтобы походить и, даже не зайти внутрь, а просто снаружи хоть увидеть все, что еще тут есть в Ханое, то, что мы пропустили. И вот вижу я, что уже время поджимает, а я еще в храме литературы. И бежать мне до отеля рысцой по духоте и жаре полчаса где-то. Интернета нет, такси вызвать не могу. Я пришла в храм литературы прямо под открытие, 8 часов, никого нет, я вообще была первая вошедшая сегодня. Поэтому утром ходить по достопримечательностям классно, удовольствие получаешь. Но я сейчас уже бегу, у нас скоро самолет. Вот бегу я, вся потная, язык на плечо свесила, задыхаюсь. Тут голос слева. «Вам такси не надо?» Я поворачиваюсь, вижу байк. Понимаю, что своими силами я вовремя, но никак не успею. И думаю, эх, была не была, байк так байк. Послан свыше, значит. Я на байке. Шлем мне, кстати, не выдали. Он был только у водителя. Но за 10 минут, что мы ехали, я почувствовала себя такой локализировавшейся, такой без 3 дней в Ханое, местной, что аж дух перехватило. Стоило это приключение копейки. Я довольная такая, опьяненная своей собственной аутентичностью, теперь лечу в Дананг, откуда будет следующее видео.